Появление межзвездных объектов в пределах Солнечной системы давно перестало считаться чем-то экстраординарным. Однако каждый новый гость приносит с собой вопросы, на которые невозможно ответить заранее. Уже через несколько лет после первого открытия стало очевидно, что межзвездное пространство населено множеством фрагментов, покинувших родные системы. Появление 3I Atlas стало очередным звеном этой цепи открытий, но, как оказалось, реакция научного сообщества оказалась куда острее ожидаемого. Причиной тому стали не только необычные свойства самого объекта, но и информационный шум, возникший на стыке научных сенсаций и споров о природе подобных тел. На этом фоне попытки НАСА объяснить происходящее в строгих научных рамках лишь подогрели интерес к 3I Atlas, который оказался заметно устойчивее к разрушению, чем сопутствующие ему кометы, и демонстрировал спектральные соотношения, нетипичные для тел Солнечной системы. Но давайте теперь поговорим поподробнее. Изначально казалось, что внимание к объекту будет расти постепенно, как это обычно происходит с новыми малозаметными телами. Однако первые сообщения о предполагаемой фрагментации, ошибочно приписанной к 3I Atlas, моментально вывели обсуждение на новый уровень. Наблюдения с разных телескопов вскоре показали, что распаду подверглась вовсе не межзвездная комета, а совершенно иное тело – C2025K1 Atlas. Внешне схоже по обозначению, но никак не связано с 3I Atlas. На снимках с середины ноября этого года были отчетливо видны по меньшей мере 3 крупных фрагмента ее ядра, а при более высоком разрешении можно было различить и целый рой мелких обломков. Уже тогда стало ясно, что год окажется рекордным по разрушениям малых тел. Далее, в начале ноября распалась яркая комета C2025R2 Swan, одна из наиболее заметных на небе, а вскоре после ее гибели распалось и ядро кометы Геннадия Борисова C2025V1. Эта цепь событий сделала устойчивость 3I Atlas особенно загадочной и вызвала волну попыток объяснить ее. Тем временем 3I Atlas пересекает значимую границу в 300 миллионов километров от Земли. Сближение происходит главным образом благодаря движению нашей планеты. Орбитальный путь, который в этот период направлен почти точно в точку на небе, куда летит 3I Atlas. При этом само небесное тело движется скорее по касательной, и если рассматривать его траекторию относительно Солнца, уже фактически идет на выход из Солнечной системы, параллельно продолжая приближаться к Земле. Как уже отмечалось, Земля и 3I Atlas будут находиться на сходящихся курсах почти 4 недели, вплоть до 19 декабря, когда расстояние между ними сократится до минимального значения, примерно 269 миллионов километров, после чего траектории начнут расходиться. За последний месяц оценки минимального сближения несколько раз корректировались из-за заметного негравитационного ускорения, требующего постоянного уточнения орбитальных параметров. Тем не менее, следующую значимую отметку в 200 миллионов километров объект, согласно расчетам, не пересечет ни при каком сценарии. Если же все это произойдет, то можно начинать копать бункер. Потому что объект действительно очень интересен. Попробую объяснить. На данный момент собранных данных уже достаточно, чтобы утверждать, 3I Atlas не только уцелел при сближении с Солнцем, но и пережил несколько прямых ударов корональных выбросов. Объект многократно оказывался под плотными волнами солнечной плазмы, но при этом не демонстрировал признаков разрушения. Такая устойчивость выглядела особенно впечатляюще на фоне свежих разрушений солнечных комет с куда более хрупкими ядрами, о которых мы говорили ранее. Поэтому в публичном пространстве возникали идеи о плотном металлическом ядре, о фрагменте экзопланетного материала или даже об искусственном происхождении, как ранее случалось с Оumuamua. Однако научное сообщество стремилось удержать обсуждение в рамках физических моделей, не прибегая к инопланетной экзотике. Если вы думаете, что я нейронка, то вы ошибаетесь, ведь нейронки не умеют кашлять. Просто я болею. Тем временем солнечная активность не прекращалась. После почти месячного затишья к объекту двигалось новое облако плазмы, порожденное выбросом от 17 ноября.
Согласно расчетам, оно должно было достичь 3I Atlas в конце месяца, что делало наблюдения особенно значимыми с точки зрения радиоизлучения и динамики взаимодействия объекта с солнечной средой. Радионаблюдение в такие моменты имеет особую ценность. Они позволяют фиксировать изменения температуры, оценивать возможный выброс вещества, отслеживать параметры газопылевой активности и выявлять нестандартные сигнатуры в спектре, которые могли бы указывать на необычную структуру ядра. В ожидании этого взаимодействия НАСА провело конференцию, на которой, наконец, представила давно ожидаемый снимок 3I Atlas, полученный камерой HiRISE на аппарате МРО. Хотя фотография была сделана еще 2 октября 2025 года, опубликовали ее лишь через 1,5 месяца. Несмотря на высокие возможности аппаратуры, снимок не выявил новых деталей структуры ядра и лишь подтвердил ранее наблюдавшуюся форму и отсутствие признаков разрушения. Связано ли это с Почтой России, нам неизвестно. Многие исследователи выразили недоумение, поскольку снимок был получен с расстояния почти в 10 раз меньше, чем дистанция между объектом и Землей, что давало основание рассчитывать на обнаружение структурных особенностей. Однако ни одной заметной аномалии выявлено не было. Вместе с изображением НАСА представила уже знакомые научному сообществу данные с телескопов Хаббл и Джеймс Уэбб. Спектроскопия подтвердила необычные химические соотношения. Прежде всего, повышенное содержание углекислого газа относительно воды, а также отклонения в пропорциях железа и никеля. Для тел Солнечной системы такие соотношения крайне редки, что лишь усиливало убеждение в межзвездном происхождении объекта. Также был подтвержден факт негравитационного ускорения, которое само по себе не является аномалией. Его демонстрируют многие кометы из-за реактивных выбросов летучих веществ. Однако в случае 3I Atlas характер ускорения все же отличался от привычных моделей. Необычное сочетание спектральных и динамических характеристик вновь выделяло объект на фоне большинства комет. Представители НАСА подчеркивали, что все наблюдаемые особенности укладываются в рамках предположения о том, что тело, сформировавшееся за пределами Солнечной системы, может обладать отличиями в химическом составе и структуре. Они признавали необычность некоторых параметров, но отмечали, что ни один из них не указывает на искусственную природу объекта. Несмотря на взвешенность научного подхода, сама конференция выглядела скорее как поспешная попытка сдержать волну интереса, чем уверенная демонстрация собранных данных. Тем не менее, НАСА уверяла, что политика полного раскрытия информации сохраняется. Однако прямого ответа на вопрос о возможной публикации остальных снимков HiRISE или наличия кадров с марсианских аппаратов дано не было. На фоне всех этих обсуждений центральной задачей оставалось понимание природы радиоизлучения объекта. Радиочастотные наблюдения комет всегда представляли сложность. Они излучают крайне слабо, и большая часть информации поступает из теплового спектра в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах. Однако для межзвездных тел радиоизлучение позволяет выявить особенности, не характерные для солнечных комет, включая различия в химических линиях и в поведении поверхности при взаимодействии с солнечным ветром. В определенных условиях можно даже фиксировать сигнатуры внутренних процессов, например, медленный выброс летучих веществ из закрытых полостей или резонансные эффекты в неоднородных магнитных структурах. В отличие от разрушившихся в тот же период солнечных комет, 3I Atlas демонстрировал удивительную стабильность, что напрямую влияло на характер его радиоизлучения. Когда ядро раздроблено, радиоисточник усложняется, возрастает плотность пылевого облака, усиливаются линии водяного пара, взаимодействие с плазмой становится хаотичным, целостный межзвездный объект дает противоположную картину. Доминирует термическое излучение от холодной поверхности, а газовые линии проявляются значительно слабее. Но наблюдения показывали именно это. Слабое, но стабильное радиоизлучение с доминированием СО2 и минимальным присутствием водяного пара по сравнению с солнечными кометами. Это подтверждала модель плотного и устойчивого ядра, в котором летучие вещества распределены неравномерно и, возможно, скрыты под поверхностными слоями.
Как мы увидели, официальная позиция NASA остается максимально сдержанной. Никаких данных, указывающих на искусственную или технологическую природу 3I Atlas с инопланетяшками на борту, по словам представителей агентства, не получено. Тем не менее, в научной среде существует неформальная гипотеза, допускающая возможность того содержать значительную долю металлических материалов или даже обладать металлической структурой, нетипичных, как вы уже догадались, для кометных ядер. Подобные рассуждения не попадают в публичные отчеты, но сама идея интересна, поскольку позволяет определить, какие наблюдательные признаки могли бы указывать на металлическую природу межзвездного тела и насколько эти признаки согласуются с данными. Об этом и поговорим прямо сейчас. Прежде всего, мы должны понимать, что металлические поверхности обладают более высоким альбедо и ровным спектром, лишенным характерных полос, связанных с органикой и льдами. У 3I Atlas действительно отмечена слабость молекулярных линий, включая те, что обычно считаются маркерами кометной активности. Однако это может объясняться и иными причинами: необычным межзвездным химическим составом, либо плотной полевой оболочкой. НАСА подчеркивает, что отсутствие выраженной эмиссии не является аргументом в пользу металлической природы, но остается элементом, требующим анализа. Некоторые данные можно получить из поляризационных измерений отраженного света. Гладкие плотные поверхности, включая металлические, демонстрируют иную фазовую зависимость поляризации, чем пористые кометные оболочки. Для 3I Atlas такие данные пока слишком фрагментарные и ненадежны. Если фазовая кривая окажется отклоненной от типичной кометной, это станет важным косвенным указанием на плотную и необычно жесткую структуру объекта. Не менее показателен тепловой режим. Металлические тела медленно нагреваются и остывают, демонстрируют небольшую разницу между дневными и ночными температурами. Инфракрасные наблюдения 3I Atlas действительно фиксируют некоторые особенности его теплового поведения, однако текущая точность данных недостаточна, чтобы уверенно отличить плотный каменистый объект от металлического или от необычного массивного пористого ядра. НАСА подчеркивает, что без повторных измерений на разных фазовых углах подобные выводы не могут считаться надежными. Но на этом не все. Часто обсуждаются и возможности радиолокации. Радар действительно способен выявить металлические поверхности значительно надежнее, чем оптические или инфракрасные методы. Металл дает яркое характерное эхо. Однако огромное расстояние до 3I Atlas делает радиолокационные наблюдения пока что невозможными. И это отсутствие данных остается главным ограничением любых интерпретаций. Отдельное внимание заслуживает динамика движения. Негравитационные ускорения могут объясниться испарением летучих веществ, и для плотного или металлического тела механизмы могли бы отличаться, но поведение 3I Atlas пока полностью укладывается в естественные модели, не требующие искусственного объяснения. НАСА также отмечает отсутствие признаков управляемой тяги или изменения траектории. Но у нас есть еще один показатель техногенности – наличие узкополосных радиосигналов. В случае с 3I Atlas ни один радиотелескоп таких сигналов не зарегистрировал. Это, конечно, не исключает полностью сценарий пассивного металлического объекта, но делает версию активной искусственной конструкции крайне слабой. При всей привлекательности идеи металлической природы 3I Atlas, ее сторонники подчеркивают, каждый отдельный признак, обсуждаемый в ее пользу, имеет естественные альтернативы. Плотные каменистые тела, необычные условия формирования в другой протопланетной системе, эрозия в межзвездной среде и отсутствие летучих компонентов способны создать сигнатуры, внешне напоминающие металлические. Но пока не будут получены согласованные данные из нескольких независимых методов инфракрасной полариметрии, рентгеновской спектроскопии и радиолокации, такая гипотеза может рассматриваться лишь как рабочая, но не как научный вывод. И хотя некоторые специалисты НАСА неофициально обсуждают возможность металлической структуры 3I Atlas, доступные данные не позволяют считать эту версию вероятной. Скорее, наблюдения подчеркивают разнообразие межзвездных тел и их несходство с объектами Солнечной системы.
Окончательное решение вопроса о природе Tri Atlas потребует будущих высокоточных наблюдений, которые либо исключают металлическую гипотезу полностью, либо поднимут ее на уровень серьезной научной альтернативы. Но важно понимать, что ни один отдельный признак сам по себе не означает металлический корабль, увы. Однако высокая отражающая способность может быть следствием ледяного покрова. Необычное тепловое поведение – результатом структуры плотного каменного ядра. Сильный радарный отклик способен давать минерал с высокой проводимостью. Все детали могут скрываться под слоями пыли и льда. Однако, если бы сразу множество признаков сошлось вместе – металлический блеск, странный тепловой режим, мощное радарное отражение, отсутствие газовых выбросов и необычная динамика – тогда уж действительно возник бы повод задуматься серьезно. Проще говоря, металлический объект в космосе пел бы другим голосом сразу в нескольких диапазонах, а современные телескопы умеют слышать такие различия. Я даже представить не могу, что было бы с нами, если бы мы нашли нечто большее, чем просто кусок металла. Вы просто представьте. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на Boosty, чтобы быть в курсе космических событий. Ссылки будут в описании. И, конечно, не болейте. Ну а пока мы и дальше будем странствовать в космосе.